Приветствую вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. Это видео посвящено вязанию детской сумочки единорожка. Размеры ее следующие. Ширина 15 сантиметров и высота 16 сантиметров. Для того, чтобы связать сумочку таких размеров, вам потребуется минимум пряжи всего лишь 200 грамм. Я в своем мастер-классе использую трикотажную пряжу Бисквит, и вот ее характеристики. Понадобится основной цвет и дополнительные оттенки. Неважно, какие вы выберете, подбирайте из запасов, чтобы израсходовать остаточки. В моем случае это сливочный основной цвет. На ушки я использовала абрикос. На рог я использовала дыню цвет, а также вот эта гамма Тиффани, сирень и пломбир. Для вязания необходимы крючки номер 5 и номер 6, ножнички, маркеры, а также декор, если вы планируете использовать. Это готовые атласные цветочки. Я их буду приклеивать на термоклей, но если вы не имеете такого устройства, то можно и пришить. Заказать материалы можете на сайте Пряжи Центр. Ссылочка для вас будет в описании, а также пользуйтесь моим промокодом на скидку 5%. Ну и давайте приступим к вязанию. Вяжем корпус сумочки. Берем крючок номер 6 и основной цвет для нашего вязания. Отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров и набираем цепочку из 6 воздушных петель. Самый первый узелок я никогда не считаю, и со следующей петли начинаем счет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая воздушная петля. К набранной цепочке необходимо выполнить одну воздушную петлю подъема, он же будет у нас столбик. Переворачиваем цепочку и видим вот такие дужки. За них мы будем провязывать столбики без накида. От крючка отсчитываем первая, вторая и вот она, третья дужка. Под нее я ввожу крючок за одну ниточку. На крючке сейчас одна ниточка, под крючком находятся две ниточки. Укладываем на пальчик вот таким образом рабочую ниточку, захватываем ее, протягиваем через эту петлю, опять захват рабочей нити и провязываем столбик без накида. Перемещаемся в следующую точку за одну ниточку, за дужку. Опять укладываем на пальчик рабочую нить, захватываем ее, вытягиваем, опять захват рабочей нити и протягиваем через все петли. Таким образом я сейчас провязала третий столбик. Почему третий? Самая первая воздушная петля, он же столбик подъема, мы тоже считаем. Первый, второй, третий. За следующую точку провязываем четвертый столбик, пятый и шестой. Сколько было набрано воздушных петель, столько столбиков я сейчас провязала. Вот этот узелок, напомню, я распускаю и петлю подтягиваю. Эту ниточку я заправлю, когда буду вязать с этой стороны. Для того, чтобы выполнить здесь закругление и перейти на эту сторону, мне необходимо в крайнюю точку, туда, куда я сейчас провязала шестой столбик, мне необходимо провязать 3 столбика без накида. Первый провязан, ввожу в эту же точку крючок, захватываю рабочую нить и провязываю второй, ввожу повторно в эту же точку и провязываю третий столбик. Таким образом у меня здесь провязалось 3 столбика без накида. Один столбик это с этой стороны, второй столбик, вот этот крайний, это относится к этой стороне, и вот здесь вершина это третий столбик, который у нас добавился. С этой стороны у меня сейчас должно получиться также 6 столбиков без накида, так же как и с этой стороны.
первый я провязала и провязываю второй за следующую точку. Ввожу крючок под вот эти верхние петельки. Сюда же я должна уложить этот хвостик, который у меня остался в начале вязания. Захватываю рабочую нить, провязываю второй, переключаю в следующую точку также за 2 ниточки и провязываю третий столбик, в следующую точку провязываю четвертый, пятый провязываю и самый последний, шестой. Здесь крайнюю точку я расправляю, нахожу, вот он у меня первый столбик, и вот оно основание этого столбика, одна ниточка. Сюда же я укладываю этот хвостик, захватываю рабочую нить и провязываю на этой стороне крайний шестой столбик. Здесь у меня на закруглении должно быть тоже 3 столбика в одну точку. В самом начале вот здесь я провязала первый, здесь у меня на этой стороне вот он второй, и по центру добавляю третий, то есть последний столбик без накида. Провязываю. Далее вот этот хвостик, который у меня здесь не довязала я, излишки я срезаю. Теперь мне необходимо закрыть этот ряд следующим способом. Я вытягиваю петлю, нахожу, вот он у меня первый столбик, и вот здесь второй сверху петля. Под нее я ввожу крючок, захватываю эту вытянутую петлю и протягиваю через эту петельку. Далее внимательно смотрим. Я продеваю через эту петлю мою заготовочку и тяну за рабочую нить, затягиваю эту петельку. Вяжем второй ряд. Нахожу ту точку, где завершила вязание, и смещаюсь чуть-чуть левее. Ввожу крючок за верхнюю вот эту петельку, состоящую из 2 ниточек, между 2 столбиками. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, получила рабочую петлю, опять захват рабочей нити и провязываю подъемный столбик. Далее в каждую вот такую петельку я провязываю столбики без накида. Довязываем до закругления, где я провязывала в первом ряду 3 столбика в одну точку. Нахожу эти петли, вот она, первая, вторая, третья. 3 точки, и в каждую из этих точек я должна провязать по 2 столбика без накида. Нахожу, вот она, первая точка, сюда я провязываю первый столбик, ввожу крючок в эту же точку и провязываю второй столбик. Нахожу вторую точку на этом закруглении, вот она, и сюда я точно так же провязываю 2 столбика в одну точку. Провязала первый и провязываю второй. Нахожу, вот она, третья точка, и сюда я также провязываю 2 столбика в одну точку. Провязали. Далее я довязываю до противоположной стороны, там где у меня закругление, и повторяю все то же самое. Нахожу первая, вторая, третья точка. На первую я провязываю 2 столбика, на вторую точку я провязываю также 2 столбика, и на третью точку, там где я закрывала здесь ряд, я также провязываю 2 столбика в одну точку. Здесь у меня будет провязан последний столбик во втором ряду. Я так же, как и в первом, вытягиваю петлю, нахожу первый столбик, и вот он второй. Под верхнюю петельку я ввожу крючок, захватываю
эту петлю и точно так же, как и в первый раз, протягиваю эту петлю через мою заготовочку, тяну за рабочую нить, и эта петля затягивается. Вяжем третий ряд. Мы его начинаем точно так же, как и второй. Нашли ту точку, где завершили вязание, переместились немножко левее и за верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, получив рабочую петлю, опять захват рабочей нити и провязываем подъемный столбик. Довязываем до той точки, где мы делали первую прибавку во втором ряду. Вот она, первая прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Между ними петля. В эту петлю я провязываю первый и, делая прибавку, провязываю в эту же точку второй столбик. Далее провязываю 3 столбика подряд без прибавок за верхние петли. Я подошла к той точке, где я делала последнюю прибавку во втором ряду. 2 столбика, верхняя петля, и в эту петлю я провязываю также прибавку, провязывая 2 столбика в одну точку. Таким образом, я выполнила прибавки в 2 точках, и между ними 3 одиночных столбика. Довязываю до следующего закругления и повторяю все то же самое, что и на этом участке. В четвертом ряду мы должны повторить прибавки в тех же точках, где и вязали в третьем ряду. Нашли, вот она, первая прибавка третьего ряда. Также между 2 столбиками за верхнюю петлю я провязываю прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Далее у меня 4 одиночных столбика. Провязываю первый, второй, третий и 4 одиночный столбик. Далее здесь у нас прибавка, значит мы сюда за верхнюю петельку провязываем 2 столбика в одну точку. Провязала первый и провязываю второй столбик. Далее мы довязываем до следующего закругления и повторяем все то же самое, что и в этом случае. Довязываем до конца и закрываем ряд тем способом, который я показывала ранее. Начиная с 5-го ряда, корпус сумочки вяжется без прибавок. Всего необходимо провязать 11 рядов. В 12 ряду мы провяжем ушки. Для этого нам необходимо ввести еще один оттенок, а также выполнить разметку маркерами тех точек, за которые будем вязать. Для этого складываем сумочку пополам и находим серединки боковые. От этих точек мы отсчитываем по 2 столбика к центру и на них фиксируем маркеры одинаковых цветов. Также визуально смотрим, чтобы центр не смещался. От полученных точек нам необходимо отсчитать по одной петле к центру, то есть на следующую повесим маркер и с этой стороны тоже на следующую повесим маркер и начинаем провязывать. Вяжем 12 ряд, смещаясь левее, вводим крючок, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем, получили рабочую петлю. Между рабочей петлей и рабочей ниточкой мы вкладываем новый цвет. Захват рабочей нити, провязываем первый столбик. Этот хвостик мы здесь так и оставляем. В конце вязания мы его спрячем. И продолжаем вязать столбики без накида, захватывая рабочую ниточку и ввязывая новый цвет. Провязываем до маркера. Остановились на петле, которую сейчас нужно провязать перед маркером. Сюда я ввожу крючок,
захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и вытянутая петля. Я отпускаю основной цвет и уже захватываю тот цвет, который буду использовать на ушке. Захватываю его и провязываю столбик. Таким образом я перешла на новый цвет. Снимаю маркер, он мне здесь не нужен. И теперь в эту точку я должна провязать такой же столбик без накида. Ввожу крючок и здесь дополнительно прокладываю основной цвет корпуса сумочки. Захватываю новый цвет, которым я вяжу ушки, вытягиваю и провязываю столбик. Вяжем ушки. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Первая, вторая, третья и 4 воздушная петля. Переворачиваю и вижу здесь дужки. За них я буду провязывать. От крючка отступаю. Вот она первая. И во вторую я ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Делаю накид. Нахожу следующую точку. Ввожу крючок в нее. Захват рабочей нити, вытягиваю. На крючке сейчас рабочая ниточка, рабочая петля, накид и вытянутая петля. Захват рабочей нити, провязываю через 2 петли. На крючке осталось 2. Опять захват рабочей нити и провязываю еще через 2. Таким образом я провязала столбик с одним накидом. Делаю накид, и теперь у меня вот она последняя дужка осталась, последняя петелька. В нее я должна провязать 3 таких столбика. Захватываю здесь ниточку, опять захват рабочей нити через 2 провязываю, захват рабочей нити и еще раз через 2. Накид. И повторяю, в эту же точку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, опять захват рабочей нити провязываю через 2 и еще раз через 2. Это у меня столбик с одним накидом номер 2 и провязываю 3. Делаю накид, ввожу крючок в эту же точку, захватываю рабочую нить, опять захват рабочей нити провязываю через 2 и захват рабочей нити опять через 2. Вот так вяжется первое ушко. И теперь мы должны там, где у нас висит маркер, провязать крайний столбик, перейдя на основной цвет корпуса сумочки. Ввожу крючок. Здесь я также все укладываю, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее. И теперь уже подхватываю основной цвет, отпуская цвет, которым я вязала ушки. Захват рабочей нити и провязываю столбик. Вот эту ниточку нужно подтянуть. Теперь мы ее укладываем в корпус и вяжем основным цветом. Довязала до предыдущей петли перед маркером, и теперь мне нужно перейти также на цвет ушек, как и в первом случае. Я ввожу крючок в петлю, захватываю рабочую ниточку основного цвета, отпускаю ее и уже перехожу на новый цвет. Захват нового цвета и провязываю этот столбик. Второе ушко вяжется немножко другим способом. Сейчас я снимаю маркер, провязываю столбик новым цветом. И в этом случае я набираю 6 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, 4, 5 и 6 воздушная петля. Далее мы вяжем примерно таким же способом. Первая, вторая дужка, вот под вторую ввожу крючок, провязываю столбик, так же, как и в первом случае. Точно так же, как и в первом случае, провязываю в следующую точку столбик с одним накидом,
Следующее, что мы вяжем, это 3 незаконченных столбика с одним накидом в каждую из этих дужек. Делаю накид, ввожу крючок под дужку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. На крючке у меня сейчас 3 петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю через 2. На крючке осталось 2 петли, и я перехожу на вязание следующего недовязанного столбика. Делаю накид, ввожу крючок под следующую дужку, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке рабочая петля, недовязанный столбик, накид и вытянутая петля. Я захватываю рабочую нить и провязываю через 2 петли. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и 2 недовязанных столбика. Я опять делаю накид и не довязываю еще один столбик в следующую дужку. Вот она следующая. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке такая вот конструкция из 5 петель. Я захватываю рабочую нить и протягиваю через 2 петли. На крючке осталась рабочая петля и 3 недовязанных столбика. Я делаю захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. И вот так это все выглядит. Далее мне нужно перейти на основное вязание, там, где у меня висит маркер. Я маркер снимаю, ввожу крючок под эту петлю, захватываю ниточку рабочую, вытягиваю и теперь уже перехожу на основной цвет. Захват основного цвета и провязываю столбик. На данном этапе подтягиваем вот эту петлю, чтобы она не была растянутая, и вкладываем в вязание. Вяжем основным цветом, которым мы вязали корпус сумочки, довязывая до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, мы обрезаем ниточку и продолжаем ввязывать здесь, закрываем ряд и переходим на следующий. Вяжем 13 ряд. Здесь у нас просто провязываются по всему периметру столбики без накида. Довязываем до ушка. Теперь здесь будьте очень внимательны. Вот она первая петля перед цветом. И там, где мы провязывали 2 столбика другим цветом, вот в этом промежутке у нас тоже должна быть такая же петля. Мы, когда заводим крючок, видим, вот она петелька, эта ниточка основного цвета была протянута в эту сторону. Вот мы ее захватываем, и когда перевернем, у нас здесь еще одна петелька. Это петля от предыдущего ряда. Вот ее мы тоже захватим, чтобы получилось 2 ниточки. И провязываем столбик. Далее переключаемся на вот этот промежуток. Сразу после столбика перед новым цветом, между цветами, вводим крючок, и здесь уже переходим на вязание столбиков. И вот такая конструкция у вас должна получиться. Довязываем до конца ряда и закрываем его. 13 ряд был последним, и остается выполнить обвязку соединительными столбиками. Я также ввожу крючок, смещаясь немного левее, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю, перемещаюсь в предыдущую петлю за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек, захватываю рабочую нить и протягиваю ее через все эти петли. Вытягиваю петлю далее, также за 2 ниточки ввожу крючок, захватываю рабочую нить и протягиваю. Так я провязываю до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, я не буду его соединять. Там, где у меня вот он, первый соединительный столбик и его основание, сюда я ввожу крючок и довязываю еще один соединительный столбик. Я не буду
соединять этот ряд для того, чтобы не обрезать ниточку. И с этой точки я начну вязание ремешочка. Необходимо нанести разметку следующим образом. Мы делим сумочку пополам и на боковые части, на серединке, фиксируем маркеры. С этой стороны и с этой стороны должно быть одинаковое количество петель. В моем случае 13 таких вот петелек, то есть соединительных столбиков. И теперь там, где завершилось вязание, я набираю произвольное количество воздушных петель. У каждого оно будет свое в зависимости от возраста, на который вы вяжете. Я наберу 75 воздушных петель на возраст 5 лет. Набранную цепочку мне необходимо присоединить к противоположному краю, то есть сюда. Обязательно обратите внимание на то, как располагается маркер в отношении этой цепочки. Вот он у меня маркер, и цепочка начинается под ним. Значит, с этой стороны я должна присоединить тоже в этой области под маркером. Сейчас расправляем цепочку, чтобы она не была перекрученная. Здесь я вытягиваю петельку, и вот в эту точку я должна с обратной стороны ввести крючок, то есть внутренний. Захватываю сюда вытянутую петлю, протягиваю, и теперь уже с этой стороны в отношении маркера я ввожу крючок и сюда протягиваю эту петельку. Маркер можно снять. Петлю эту подтягиваю. Провязываю воздушную петлю и начинаю провязывать по цепочке в обратную сторону, то есть к этому краю, за одну вот эту стеночку. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю через рабочую петлю. Опять в следующую за одну ниточку. Захватываю рабочую нить, провязываю через рабочую, то есть провязываем соединительные столбики. Не так важно, за какую петельку вы будете здесь провязывать, главное, чтобы вас устраивал результат. Довязала до конца, и здесь самая первая воздушная петля, она будет у нас и самой последней в нашем вязании. Провязываю последний соединительный столбик, и теперь в отношении маркера должна присоединиться вот сюда, так как здесь у меня уже провязано. Ввожу крючок в петлю, захватываю ниточку и протягиваю ее. На данном этапе обрезаем ниточку, вставляя хвостик сантиметров 10-15. Протягиваем эту нить вовнутрь сумочки и прячем ее в полотно. Нам остается связать только рог, и для этого буду использовать ту же трикотажную пряжу. Предварительно растяну и отпарю для того, чтобы ниточка стала более тонкая. Буду использовать крючок номер 5 и провязывать рог за вот эти 4 петли. Если у вас здесь расстояние больше или меньше, отрегулируйте для того, чтобы у вас рог располагался по центру. Независимо, сколько петель вы здесь будете провязывать, принцип вязания во всех случаях одинаковый. Нахожу самую первую петлю и ввожу крючок за одну ниточку, оставив предварительно здесь вторую нить под крючком. Дополнительно введу в центр петли, захватив еще одну ниточку. Таким образом, у меня на крючке сейчас 2 ниточки. Оставляю хвостик около 7 сантиметров, захватываю рабочую нить и провязываю первый подъемный столбик. Переключаю в следующую точку, также за 2 ниточки ввожу крючок, захватываю рабочую нить
и провязываю второй столбик. Перемещаюсь в следующую точку под номером 3 и провязываю еще столбик. И остается провязать последний, 4. Обязательно на данном этапе перепроверьте, чтобы у вас вот эта провязанная лицевая сторона была по центру. Разворачиваем вязание. И здесь я вижу вот такие дужки и сверху оставшаяся ниточка от петли. Вот под нее я ввожу крючок. Также за 2 ниточки захватываю рабочую нить, протягиваю через эти петли, вынимаю крючок и уже одеваю петлю рабочую, которую я оставила. Такая конструкция получилась, и довязываю столбик без накида. Опять вынимаю крючок из петли рабочей, захватываю дужку и оставшуюся ниточку от верхней петли. Захват рабочей нити, протягиваю, получила петлю, вынимаю крючок, возвращаю его в рабочую петлю, одеваю вытянутую петлю на крючок и довязываю столбик. Так необходимо довязать все оставшиеся столбики. На данном этапе уже можно не вынимать крючок из рабочей петли, потому что стало удобно вязать. Мы уже развернулись на эту сторону. Довязали до конца, и теперь мы разворачиваем вязание на лицевую сторону. Здесь у нас вот он первый столбик, вот он второй. Между ними верхняя петля. Я под нее ввожу крючок. Вот эта ниточка, можно ее также укладывать сюда, ввязывая, либо просто оставить, спрятав потом вот так вовнутрь в рог. Делайте так, как вам больше нравится. Я предпочитаю ее ввязать. Захватываю здесь рабочую ниточку, вытягиваю ее и провязываю столбик. Перемещаюсь в следующую точку, также между столбиками за 2 ниточки захватываю здесь рабочую нить и провязываю очередной столбик. Так я вяжу по спирали еще 2 ряда. Всего получилось 3 ряда. В 4-м ряду у нас будут убавки. Убавка номер 1. Ввожу крючок также под петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Ввожу крючок в следующую петлю и опять захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и 2 вытянутые петли. Теперь я захватываю рабочую нить и провязываю через все эти петли. Так выполняется убавка. Повторяем еще 2. Я выполнила всего 3 убавки, и на данном этапе я разворачиваю вязание, вынимаю крючок из рабочей петли и нахожу следующую петлю, в которую я должна провязать. Здесь я захватываю рабочую ниточку и вытягиваю петлю, вынимаю крючок, перемещаю в следующую точку, ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку и опять вытягиваю, получила петлю. Опять вынимаю крючок, перемещаюсь в следующую и повторяю то же самое. Захватываю рабочую нить и вытягиваю петлю. Таким образом, у меня сейчас здесь получилась следующая картина. Вот у меня убавка и первая, вторая, третья петелька, которую я вытянула. Сейчас я ввожу крючок в рабочую петлю и собираю все петельки, которые я вытянула. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли. Можно немножко подтянуть. И на данном этапе я обрезаю ниточку, оставляя сантиметров 10.
полностью вытягиваю эту петлю и теперь заправляю этот хвостик вовнутрь. Переходим к заключительной части, это декор. В первую очередь делаю чубчик, фиксировать его я буду за 6 точек. У меня 3 цвета, поэтому каждого оттенка я отмерю по 2 ниточки. Беру первый, буду отмерять с небольшим запасом и хочу сделать прям вот такой длинный. В такой последовательности у меня будут располагаться цвета. Я беру первую ниточку, складываю ее пополам, вот так. Нахожу первую точку, за которую буду фиксировать эти ниточки. Под самую нижнюю петлю за одну нить я ввожу крючок, так как здесь у меня тоже одна ниточка осталась. Захватываю сюда эту нить цветную, протягиваю. У меня здесь петелька. И теперь в эту петлю я протягиваю хвостики. Вот так. Затягиваю. То же самое я проделываю со всеми цветами. Расправляю все эти ниточки и подрезаю на одну длину. Остается лишь приклеить по верху вот здесь цветочки. Можно их пришить, если у вас нет термопистолета, но я буду их приклеивать. И вот такая сумочка получилась. Я надеюсь, вы тоже справились с поставленной задачей и поделитесь со мной своими результатами. Мне очень интересно, что же у вас получилось. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!